Черт, а? Очки потеют. А могло бы быть хорошее интро. Конничева, касатики! Мы в стране, куда можно возвращаться всегда и всегда находить что-то новое. Это полный отрыв, космический космос и прочее, прочее. В этом большом выпуске мы пробежимся по современному Токио, посмотрим на местных хипстеров, понюхаем ветки цветущей сакуры и посмотрим все непонятное и очень японское. Увидим Фудзи и Фудзи без облаков, дивные музыкальные дороги и стрёмный лес самоубийц. И, естественно, смотаемся в Киото, чтобы посмотреть местные храмы и традиционную Японию. В общем, будет много всего, так что get, как говорится, ready. Ребята, теперь по чесноку. Последний раз, когда я менял деньги за границей, я путешествовал с одной очень известной программой. То есть это было очень давно. Я практически никогда не пользуюсь наличкой в путешествиях, а все время использую банковские карты. Это и удобнее, и безопаснее. Но вы же в курсе, что если у вас есть карточка в валюте вашей страны, то за границей при каждой операции идет конвертация, то есть вы переплачиваете. Благо, работники банков тоже путешествуют и придумали функцию мультивалютности. Такая, например, есть у Тинькофф. С их дебетовой картой Тинькофф Black можно без проблем переключаться между евро, долларами, рублями, японскими иенами и еще 26 валютами мира. Просто заходите в мобильный банк, выбираете свой счет, потом настройки и добавляете нужную валюту. Конвертация вам обойдется ровно столько же, если бы вы меняли деньги в обычном обменнике. Только не нужно тратить время на поиск обменника. Пара кликов и готово. У Тинькофф еще очень много фишек для путешественников и бонус для новых клиентов. 6 месяцев бесплатного обслуживания. Обо всем об этом можно почитать, нежно кликнув ссылку в описании. Первое, что нужно увидеть в Японии, это, естественно, ее столицу. Я в Токио третий раз, но здесь каждый раз как первый. На текущий момент Токио — это самая большая городская агломерация в мире, а один муниципалитет от другого отделяет разные стороны улиц. Живет в этом большом муравейнике больше 35 миллионов человек, так что людей здесь много. Но кроме толп на улицах, в Японии нужно учитывать еще один важный фактор. В Японии практически нет названий улиц, а все номера проставлены в хаотичном порядке, обычно по времени строительства. Поэтому навигация здесь, она возможна, но только с онлайн-картой. Передвигаться по городу на автомобиле в таких условиях довольно затруднительно, поэтому используем самый надежный и быстрый способ – общественный транспорт. Для того, чтобы сразу же вкусить, что такое Токио, нужно первым делом спускаться в метро. Этот метод называется, спасибо, по жести, но, поверьте, он того стоит. Пикаем карточкой, набираем полные легкие воздуха и спускаемся в метро. Токийский метрополитен – один из самых загруженных в мире. Он перевозит больше 3,5 миллиардов пассажиров в год и находится на втором месте по пассажиропотоку. Больше людей только в пекинском метро. С самого первого взгляда кажется, что ты попал в ад. Шок в первые секунды обеспечен, но дальше начинается самое интересное. Но ты присматриваешься и понимаешь, что никакого хаоса нет, а все движение строго упорядочено. Все выстраиваются в аккуратные очереди, для этого на полу есть специальная разметка, и спокойно ждут поезд. Выглядит это все почти как на школьной линейке. Во-вторых, на каждой станции есть сотрудник метрополитена в белых перчаточках, так называемый осия. В их обязанности входит контроль отправления поезда и помощь в посадке пассажиров. Они придерживают двери и, если что, запихивают людей вовнутрь. Заходим в вагон. Здесь обязательно нужно перевести мобильный в беззвучный режим, и здесь не принято разговаривать. Тишиной в вагонах многие пользуются. В токийском метро некоторые спокойно спят, потому что эта метрошечка ходит реально как часы. То есть здесь люди заводят будильник, зная, что, например, в 11:24 их вагон будет на этой станции. Ну и еще несколько фактов о местном метро. Кроме того, что оно регулярно пылесосится,
Здесь практически на каждой станции есть туалеты. Естественно, бесплатные. Ну, и чтобы вы понимали, кто ездит в токийском метро, вот сейчас рядом со мной стоит чувак, у которого на руке Rolex. Я думаю, за 5 минимум. И он ездит со мной в метро. Ну, как со мной. Скорее, я с ним. Всех фишек местного транспорта в одном выпуске точно не расскажешь, но поверьте, общественный транспорт Японии — это эталон во всех смыслах. Я сейчас вам пытаюсь вкратце объяснить те эмоции, которые я испытал, находясь в первые часы, первый раз в жизни в Токио. Ощущение, что ты попадаешь в какую-то параллельную реальность, другой мир, который живет совершенно по другим законам. Как будто в мире существует другая цивилизация, которая развивалась параллельно твоей. Когда ты здесь впервые, очень многое непонятно, но лично для меня Токио — это любовь с первого взгляда. В какую бы подворотню ты ни зашел, везде почти идеальная чистота, потому что улицы моют и натурально драят щетками. И это несмотря на то, что в городе очень мало урн, а мусор принято не выбрасывать, а забирать с собой. Курение на улице разрешено только в специально отведенных местах. И что самое интересное, все соблюдают это правило. По городу рассекают на картах туристов в костюме Пикачу и Супер Марио. На самом оживленном перекрестке в мире, Шибуя Кроссинг, который одновременно могут пересекать до 1000 человек, гуляют фанаты Фредди Меркьюри и фотографируются молодожены. Все вокруг читают мангу. Это японские комиксы, бумаги для которых уходит больше, чем для изготовления всей туалетной бумаги в стране. А на пульте управления здешними туалетами кнопок больше, чем на вашем мобильном телефоне. Электроника везде, даже на стройках установлены счетчики децибел, чтобы не превышать допустимый уровень шума. В Японии традиционно мало свободного места, а застройка довольно плотная, поэтому японцы экономят на пространстве, и особенно это касается парковок. Ну, во-первых, парковаться здесь могут, что называется, заподлицо, а во-вторых, здесь распространены вот такие вот двухъярусные парковки. Есть еще вот такие вот специальные поворотные круги, которые помогают автомобилю разворачиваться на месте. Ну, и это вообще вышаг — барабанные парковки. То, как японцы разруливают ситуации с нехваткой места, иногда вводит тебя в ступор. Вот, например, дорога, которая проложена через небоскреб. Это, правда, не в Токио, а в Осаке. Кстати, небоскребы здесь есть, и это несмотря на то, что в Японии каждый год происходит до 1500 землетрясений. Еще одна крайне популярная в Японии штука — это автоматы, их здесь более 5 миллионов штук. И они тупо везде, вот на каждом шагу. Купить в них можно не только холодные горячие напитки, игрушки, но и поменять валюту или даже взять пауэрбанк на прокат. И, как видите, их берут. Моя самая любимая находка в местных аппаратах — это горячий зеленый чай. Ну как горячий, он именно такой правильной температуры. Идеально. Что я все эти годы делал без него? Автоматы вынуждают ставить дороговизна рабочей силы и цена земли в Токио. Например, в престижном квартале Гинза цена квадратного метра достигла $400 тысяч. То есть, если вы хотите открыть небольшую кофейню на 2,5 квадрата, например, нужно быть миллионером. Поэтому японцы ставят автоматы. А там, где нет автоматов, там дикие очереди. Вот, пожалуйста, очередь в ресторан, очередь в точку уличной еды, очередь в модное кафе. А вот об этой очереди я расскажу отдельно. Guys, what is this line for? This is for multicolored sandwich. We're standing all the way from the back there. I think it's been about 40 minutes. 40 minutes? Yeah. That's crazy, guys. Okay, good luck. Yeah, see you. Если вы собственник бизнеса и тоже сейчас в недоумении, я вас очень хорошо понимаю. Да, японцы обожают всякое новое и непонятное и готовы стоять час в очереди, чтобы съесть вот такой вот цветной сэндвич. Естественно, они еще и страшные модники, и дорогих бутиков в Токио просто завались. Кроме того, что японцы жуткие модники, им все эти вещи, вот как по мне, безумно идут. Вот они вот просто стильно одеты и все. Для того, чтобы показать этих пижонов, мы отправляемся в один особенный район.
А теперь, друзья, узрите это. Это охрана, которая следит за порядком в очереди в магазин одежды. Очередь в магазин Supreme, где обычные трикотажные футболки продают по несколько сотен долларов. В квартале Харадзуку вообще все довольно ярко одеты. Каждый третий выглядит так, как будто только что вышел с показа Йоши Ямамото. Как, например, вот эта девушка, похожая на персонажа аниме-мультфильма. Этот стиль называется каваи, то есть милый. Наличие розового – обязательный атрибут. Кого еще можно часто увидеть на улицах Токио, так это домашних животных. В Японии 22 миллиона домашних питомцев и всего лишь 17 миллионов детей младше 15 лет. Здесь, в Токио, гораздо проще встретить собаку на улице, чем маленького ребенка. А найти собачий детсад в Токио проще, чем няньку для малыша. Рынок ухода за домашними питомцами в Японии оценивается в 10 миллиардов долларов. Здесь полно магазинов для кошек и собак, а аксессуары для питомцев в Японии делают даже Chanel, Dior и Gucci. А если ты куда-то уезжаешь, ты без проблем можешь ждать питомца в такой вот специальный отель за $100 в сутки. Для многих японцев домашние животные так же любимы, как дети. Им покупают одежду, водят в собачьи кафе и даже ставят вот такие подножки, чтобы пёселю удобнее было заходить в машину. Просто жахнуться можно. Здесь фраза «ты обращаешься со мной как собака», и она вовсе не означает то, что мы обычно вкладываем в эту фразу. Здесь обращаться как собака — это высшая степень заботы, ласки и любви. Отчасти поэтому в Японии популярны собачьи кафе, и вы не поверите, но к ним реально выстраиваются очереди, и на сеанс нужно записываться заранее. Полчаса в таком кафе стоит около $10. Здесь любой желающий может потискать любую собачку, сфоткаться, естественно, в общем, провести сеанс пёсель-терапии. Собачкам приятно, гостям тоже. Двойной профит. И как бы жестоко это ни звучало, но паре в Токио проще завести собаку, чем ребенка. И в этом всем, безусловно, есть экономический подтекст. Жизнь в Токио очень недешевая, налоги, куча других растрат. И в японском обществе женщине довольно сложно иметь ребенка и при этом сохранить работу. Но здешние жители так боятся потерять работу не только из-за денег, а еще и потому, что они законченные трудоголики. В 2011 году японская экономика, находившаяся 40 лет на втором месте в мире, уступила китайской и теперь старается наверстать упущенное. Люди в Японии работают как сумасшедшие, перерабатывая по 80, а иногда даже по 100 часов в месяц сверхурочно. Для того, чтобы вы поняли масштабы проблемы, мне нужно рассказать вам о новом слове, которое появилось в японском языке. В 2016 году от короши умерло почти 200 человек. И это только официальная статистика. Японцы обычно используют только 50% от ежегодных отпускных, то есть всего 9-10 дней в году. Компании даже принудительно включают свет в 10 вечера, чтобы сотрудники шли домой спатоньки. А правительство основало так называемую премиальную пятницу. В каждую последнюю пятницу месяца ты можешь уйти с работы раньше, то есть в 3 часа дня. А теперь как вы думаете, сколько из работников воспользовалось этой опцией? В процентах. 4, ребята. 4%. Все остальные продолжили работать, как и работали. Ну, то есть, работать неправильное слово, пахать как прежде. Именно поэтому в токийском метро так много спящих людей. Они просто очень устают. Но справедливости ради нужно сказать, что когда я приехал, многие японцы все же позволяли себе отдохнуть. Слушайте, чуваки, вы не поверите, реально, просто повезло. Я прилетел и начал цвести сакура. Ладно, я шучу, конечно. Я специально спланировал поездку так, чтобы попасть примерно в даты цветения сакуры. И, о чудо, она все-таки зацвела. Поэтому, друзья, давайте я вам сейчас покажу один из главных некалендарных праздников Японии. Называется вся эта движуха ханами.
сами довольно краткосрочное удовольствие. Длится вся эта история примерно 7-10 дней. И застать ее, ну, как бы, это на самом деле большое счастье. Поэтому каждый год для каждого отдельного района Японии делается специальная карта с прогнозом, когда, в какие даты в этом конкретном регионе должна цвести сакура. В период цветения сакуры жизнь японцев, конечно же, не останавливается, нет, но это что-то вроде короткого пит-стопа, когда можно немного перевести дух безумной гонки по имени работа, подумать о вечном, полюбоваться набережными, парками, садами. Некоторые просто усыпаны деревьями сакуры. А когда выходит солнце и небо из серого превращается в голубое, то это, конечно, полный кайф. Хочется хоку написать. Жалко, я не умею. Ну, вы там что-нибудь в комментах придумаете. Ах, боже мой, такой дешевый трюк. Неважно. Еще одна специфика ханами — это привычка японцев собираться под деревьями. Пить, есть, веселиться. В общем, если немного убрать патетику, то цветение сакуры для Японии — это то же самое, что для нас майские праздники. Только без шашлыков и с гораздо меньшим количеством алкоголя. Понимаю, что сейчас при виде на эти картинки верится с трудом. Но я снимал все это в будний день. А сейчас давайте я вам покажу, что творится под сакурой в выходные. Здесь столько народу. Здесь стоит гул, потому что каждый разговаривает, все чокаются, пьют, веселятся. Ну, короче, вау, настоящий праздник. Это так мило, конечно. Традиции есть традиции. Вот японцы всегда разуваются, когда заходят в помещение. И даже несмотря на то, что это просто брезент обычный, синего цвета, достаточно дешманский, все равно не разувается. Так мило выстраивает свою обувь здесь. Ну вот как-то по-домашнему здесь. Прям очень круто. Атмосфера наливай, я выпью. Тогда во мне еще был запас романтизма, но спустя несколько дней я узрел настоящий биток. И это уже было очень похоже на майские праздники. Сейчас я вам, друзья, покажу, как выглядит очередь, наверное, самый главный парк, где можно посмотреть сакуру, потому что здесь более 1500 деревьев сакуры, который называется Синдзюку-Гаен. Как вы понимаете, это только часть очереди, потому что другая часть, ну, она не видна. И это одна из 4 очередей, которые ведут просто, чтобы зайти в парк. Это я все к тому, что если вы соберетесь посмотреть на сакуру в Токио, готовьтесь к длинным очередям и дичайшему количеству народа с телефонами. Касатики, я специально сделал небольшую паузу для того, чтобы вы посмотрели, какое сегодня число. Майские праздники уже совсем скоро, так что если вы хотите куда-то полететь, смело открывайте сервис поиска дешевых билетов Aviasales и кликайте на карту низких цен. Ну, на Мальдивы лететь дороговато, что в принципе и требовалось доказать, даже Нью-Йорк дешевле. А вот на полеты в Италию и Испанию есть очень даже хорошие варианты. Карта низких цен от Aviasales — это очень удобная штука, которая позволяет сравнить билеты на разные направления и выбрать для себя лучшее место для отдыха. Так что дерзайте. Ссылочка в описании. Новым местом, которое мне удалось посмотреть в этот приезд в Токио, был проект Borderless от компании Team Lab. Чтобы его увидеть, мне пришлось отстоять около 40 минут в очереди. Но оно того стоило. Этот проект — это куча огромных по площади залов, в которых очень профессионально сделаны световые инсталляции. Я видел несколько таких штук по всему миру, но это однозначно топ. В этом аттракционе можно провести, я думаю, целый день. Здесь очень много разных комнат, но я выбрал для вас 2 самые крутые. Первая — это комната с прожекторами.
чтобы попасть во вторую, мне пришлось еще полчаса простоять в очереди. Японцы в технологиях красавчики. До сих пор. Так, друзья, ну в этот приезд я остановился в такой нереальной штуке, как капсульный отель. Я жил вообще в 4 разных, так что мне есть о чем рассказать, но я решил, что сделаю об этом отдельное видео. А сейчас я хочу показать вам, в каких хоромах живут не туристы, а сами японцы. И поможет мне в этом Маша, с которой случайно познакомился на улицах в Токио. Естественно, я напросился к ней в гости. Вот, посмотри, видишь, какой Space Shuttle. Вау. Это просто подъезд такой? Честно говоря, я думал, что квартира будет поменьше. Стоит такая однушка в приличном районе $1800 в месяц. Центрального отопления в японских квартирах нет, но есть кондер и полы с подогревом. У Маши в квартире я впервые увидел японские ванны. Ну, про высокотехнологичные японские туалеты вы в курсе, а вот ванну, которая разговаривает, я видел впервые. Ты выставляешь температуру воды? Да, тут можно выставить температуру воды, и вот 7 минут это она будет набираться. Когда она наберется через 7 минут, она тетенька мне опять скажет, что ванна готова и вместе плавать. То есть, еще раз, ты набираешь ванну, уходишь, там час что-то делаешь, а она автоматически поддерживает температуру. Как тебе такой, Илон Маск? Мы, как обычно, немного поговорили за жизнь, и Маша показала мне японскую книгу. Котячих яйца, хотя я ездила на остров котиком. Вот фотографы любят таким заниматься, видите, какие красавцы. Я же вам говорил, что японцы очень любят животных. Во всех смыслах. Кстати, один экземпляр книги мне подарили, так что теперь эта странная вещица хранится у меня в студии. Короче, Маша фотограф, и она, в отличие от меня, объездила всю Японию. И она мне показала сейчас фотографии, я, честно говоря, немножко офигел. В общем, зацените. Глядя на эту настоящую, негородскую Японию, мне захотелось поскорее уехать из Токио, что я вскоре и планирую сделать. А если вам хочется больше фотографий красивой Японии, вы найдете их в инстаграме у Маши. Слушайте, я не фудблогер, я очень мало, на самом деле, показываю еду, просто потому что, во-первых, мне некогда, а во-вторых, я не заморачиваюсь по поводу еды. Но здесь, в Токио, ну грех не показать еду. Сегодня я буду вам показывать одну из лучших раменных в Токио и очередь возле нее. Фантастик. Я думал, что все, уже можно идти есть, но оказывается, что нет, это вторая очередь. Я уже полчаса жду в очереди. Этот чертов рамен должен быть просто огонь. Здесь обычный автомат. Ты выбираешь опцию и кладешь денежку. Can you help me? Умора. То есть очереди не закончились даже после покупки билетика. Вон. It's free. Yeah, it's free. Vacancy. То есть тут даже есть специальное табло, на котором показывается, какие из мест свободные, а какие вот красные заняты. Свободных много, но я не понимаю, почему мы не садимся. Мы до сих пор не едим. Оу. Sorry. О, вау. Короче, все это больше напоминает компьютерный клуб, реально. Только разница в том, что здесь не рубятся в контру, а жрут. Ну, то есть, едят рамен. Короче, я попросил рамен без свинины, оказалось, что он может быть только со свининой, поэтому у меня рамен без ничего. В общем, получается, что больше часа я ждал того, чтобы посербать макарошки. Это, кстати, были самые вкусные макарошки Эва. Ну а я тем временем выбрался в район ярких вывесок и всего электронного, который называется Акихабара. Это логово геймеров, и здесь можно по-настоящему окунуться с головой в 90-е. Здесь до сих пор жив йо-йо. И он не просто жив, тут даже чемпионаты проводятся. И судя по скиллу этого парнишки, он тренируется каждый день. Японцы вообще обожают играть, реклама видеоигр здесь на каждом шагу. Поэтому неудивительно, что именно в Токио есть магазин ретро-игр. В этом магазине жив олдскул. Супер потейто? Вау. Здесь можно купить какие хочешь видеоигры из 90-х. И здесь, просто вдумайтесь, продаются картриджи. Новые и запечатанные в 2019 году.
По 20 баксов за штуку. И ведь их кто-то покупает. Но самое главное, что я нашел в этом магазине, это вот. Узнаете? Короче, мое сердце разбито. Я-то думал, что волк ловит яйца, это наши придумали. Оказывается, что это все украдено у японцев. Еще в Акихабаре есть совиное кафе. Тут можно посмотреть на разных прикольных сов и даже их погладить. Большинство времени совы втыкают куда-то, но если их позвать, Борис, Алеша, ну повернитесь наконец, то они отзываются. Короче, совы — настоящие душки. — 5:30 утра. Мне через 1,5 часа уезжать из Токио. И как назло, вышло солнце, прекрасная погода. Но я подумал, ну не оставлять же вас без вида на красивый утренний Токио. Так что... Значит, местные таксишечки — это просто образец домашнего уюта. Посмотрите. Красиво, значит, вышитые чехлы. Ручная работа. Посмотрите. Не хватает вазы и пластинок Александра Розенбаума здесь. Ну, пагода. Это, пожалуй, самая известная японская пагода и, наверное, самый знаменитый вид на Японию. А вот главный символ страны где-то здесь, скрывается за облаками. В таком виде гора Фудзи существует 260 дней в году. И увидеть ее на фоне чистого голубого неба — это как выиграть небольшую сумму в мгновенной лотерее. Но сегодня мне не повезло. И еще одна печаль. Деревья, которые вы видите на переднем плане, это сакура. Очень жаль, но мы на самом деле находимся, там, может быть, 150 километров, может быть, даже меньше от Токио. Но здесь значительно холоднее, поэтому сакура, все это сакура, она еще не распустилась здесь. Теперь, значит, самое интересное. Гора Фудзи, Фуджи, Фудзияма, в общем, она по-разному называется. Это самая священная гора в Японии, потому что она самая высокая, там 3700 с лишним метров. Это вулкан. Он сейчас слабо активен, но последний раз извергался в 1700 году и был прям большой Биг Бадабум. И вот этот большой Биг Бадабум — это все частная собственность. Принадлежит гора синтоистскому храму. Ну, такой себе актив, если честно. Конечно, после наших такси, где у тебя чехлы для того, чтобы ты не замызгал своими джинсами заднее сиденье, садиться на вот эти белоснежные абсолютно сидушки, это прям, типа, что?
動画そうだよね。 Я. これね、オッケー、オッケー。 В общем, пока мы едем в гостишку, я решил заехать еще в одно место. Эта штука, ее придумали японцы, она, правда, есть где-то в других странах, но реализована она лучше всего именно здесь. Когда я впервые увидел вещь, которую я сейчас собираюсь вам показать, я просто сказал, что это гениально. Короче, хватит спойлеров, сейчас все покажу. Это капец как прикольно. Слушайте. Аплодисмент. Сейчас мы развернемся и еще один разочек послушаем. Самое прикольное, что это не просто аттракцион, это ограничитель скорости, потому что эту мелодию можно услышать только двигаясь со скоростью 40-45 км в час. Чем быстрее ты едешь, тем хуже слышно. И это совершенно гениальная штука, которую придумал японец, когда он экскаваторщиком был, и он случайно пошкрябал дорогу ковшом, и он услышал, что когда ты проезжаешь по ней, она начинает звучать. Вся эта Melody Road — это не что иное, как насечки, то есть обычные насечки на дороге, которые имеют разные расстояния между друг другом. Все. Совершенно простая, но гениальная идея. Короче, японцы, зачет. Если слышите вдалеке голос, в Японии, в небольших городках, ну, в всяком случае, там, где был я, а я слышал это в Фукусиме, есть достаточно много громкоговорителей. Я так понимаю, что это система предупреждения землетрясений, которых здесь случается до 1500. И вот, пожалуйста, бубнит на весь город. Я быстренько заселился в местную гостишку, где я собирался остановиться на ночь, с вот таким вот видом из окна. Такси, как вы поняли, в Японии стоит очень дорого, поэтому пришлось воспользоваться менее комфортным видом транспорта, который в гостинице мне предложили взять абсолютно бесплатно. Снег пошел, а вы говорите сакура. Так как все эти велосипеды, они предназначены для японцев, они жутко низкорослые. И вот сиденье выше подвинуть нельзя. Короче, я еду как ракуль какой-то. Колени до ушей достают. Это какая-то орел и решка на минималках, серьезно. Добираться на локацию на велосипеде, такого в моей жизни еще не было. В общем, 2 часа, почти 2 часа ехал сюда, в этот лес, но, как вы понимаете, это не простой лес. По-японски он называется Аокигахара, но вы, возможно, знаете его под другим названием. И это место является вторым в мире по популярности среди самоубийц после моста Golden Gate в Сан-Франциско. Здесь есть специальная служба людей, которые ходят и ищут останки тела и находят их здесь регулярно. К счастью, много людей приезжают сюда, живут здесь в палатках несколько дней, размышляют о жизни и смерти и уезжают, что, естественно, очень хорошо, и оставляют здесь палатки, какие-то свои вещи. В общем, всего этого добра в этом лесу много. Я вроде бы увидел палатку. Хочу понять, это палатка или мне показалось.
Место действительно мрачноватое, ну, наверное, погода всему виной. Удивительно, я здесь на подъезде видел машину, то ли ДТП это было, то ли она оставлена. Здесь оставляют машины, люди, которые приезжают сюда и собираются не вернуться отсюда. Они приезжают и бросают тачки прямо здесь. Не знаю, может быть, это одна из тех машин. Я бы прошел сейчас вглубь леса, но снегопад усиливается. Очень сильно похолодало, и через час уже темнеет. Так что нужно выбираться отсюда. Японский городовой. Как же я домой поеду? После того, как ты видишь, как люди радуются снегу, ты понимаешь, что, наверное, что с твоей страной не так. Ну что, ребята, это жопа! Только что пытался открыть телефон с помощью Face ID и через 30 секунд понял, что это плохая идея. Я сейчас сам бы себя не узнал. Всю ночь шел снег, а уже на утро небо было совершенно чистым. Это значит, что мне чертовски повезло находиться возле Фудзи в один из всего 70 дней в году, когда она не закрыта облаками. Чем я, естественно, и воспользовался. Я себе отморозил руки. Температура сейчас утром минус 2 градуса. Все завалило снегом за ночь. Но оно того стоило. Эта безмятежная гора на фоне голубого неба, которую ты 1000 раз видел на картинках, словно гипнотизирует тебя. Я смотрел на нее, пока ждал машину, пока ехал на вокзал и даже пока ждал автобуса. Вот не отпускала Фудзи. Но нужно было ехать дальше, чтобы показать вам немного другую Японию. Пришло время посмотреть вторую столицу в Японии, ну, столицу, бывшую столицу, которая называется Киото. Киото – прямая противоположность Токио. Здесь нет небоскребов, нет того сумасшедшего ритма, который есть в столице. Здесь есть традиционная Япония, которую многие из нас знают по книгам и фильмам Акира Куросавы. Киото, куда ни глянь, везде храм. Здесь больше 2000 храмов, и недели не хватит, чтобы все посмотреть. Здесь также очень много классических японских зданий, которым больше 100 лет, и все они в прекрасном состоянии. То, что все эти архитектурные шедевры дожили до нашего времени, это большое чудо, потому что Киото был одним из первых городов в списке на атомные бомбардировки со стороны Америки. Но советник американской комиссии, который отвечал за составление списка вот этих самых городов, он провел свой медовый месяц в Киото с супругой и после этого вычеркнул Киото из списка бомбардировок и заменил его на Нагасаки. Вот так Киото избежал этой печальной участи. Слава богу, что вся эта история закончилась именно так, и кусочек настоящей, аутентичной Японии по имени Киото сейчас можно посмотреть любому желающему. На улицах здесь полно девушек в кимоно. Тут, кстати, даже до сих пор работает около 300 гейш. Есть старые кварталы, а местная сакура цветет, наверное, еще пышнее, чем в Токио. Короче, если хотите почувствовать дух старой Японии, в Киото он точно есть. В Киото я бы хотел показать вам два очень красивых места. В одно из них мы как раз идем с этими скромными японочками в кимоно.
бамбук может вырасти за час на несколько сантиметров, поэтому эта роща хоть и не очень старая, ты все время идешь, задрав голову. А еще бамбук очень по-особенному шумит и раскачивается от ветра. Послушайте. Для того, чтобы показать вам следующее место, мне пришлось встать очень рано утром. И это один из самых известных храмов Киото. Короче, я всем нам пожелал счастья и процветания. Но почерк у меня дерьмовый, так что заранее простите. Добить визит в Киото я решил на татами и в традиционных интерьерах. Рёкан — это традиционный вид японского дома. Ну, адаптированный под гостиницу. И сегодня я здесь остановлюсь. Please change your shoes. Аригато. С татами? Tatami. Аригато. Аригато. Япошки эти такие милые. Ну что, давайте посмотрим, что мы имеем. Ну, понимаете, в традиционных японских отелях вряд ли из окон можно было увидеть торговый центр, но это современный японский отель, так что всякое бывает. Там последнее предложение было неправильно, но в целом примерно так. Я думаю, что это будет самый короткий фидбэк из тех, которые я давал по стране. Первый раз в Японии не забывается. И среди всех моих опрошенных друзей, которые когда-то побывали в Японии, каждый говорил, что первый раз ощущение, что ты попадаешь в зазеркалье. Что, ну, это эмоции, которые, правда, один раз на всю жизнь. И было бы круто, если бы вы включили Японию в список своих путешествий. Это прекрасная и, правда, очень удивительная страна. Вот максимально удивительная. Удивляешься на каждом шагу. И я надеюсь, что хотя бы что-то интересное я вам в этом выпуске показал, чего вы не знали о Японии. Итого, находясь третий раз в Японии, я понимаю, что даже третий раз, скорее всего, не последний. И этой стране есть еще что показать, и, как обычно, это что-то находится за пределами городов. Кампай, путешествуйте, оно того стоит. И пейте зеленый чай. В Японии он какой-то супер вкусный. Аригато годзаймасу.